Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович и добро пожаловать на традиционный обзор рынка на будущую неделю. Мы посмотрим на нефть, на золото, на евробакс и, если останется время, заденем пару фунт-доллар. Итак, ну что, давайте начнем. Начнем мы с вами фьючерс WTI, это январский контракт. Моя торговля преимущественно строится сейчас на минутных, 5-минутных графиках и на часовых. Я редко смотрю на дневные таймфреймы, но давайте посмотрим на перспективу не только для тех трейдеров, которые торгуют у нас, но и для тех, кто просто является зрителем, да, на канале YouTube. Итак, что мы здесь с вами видим? Понятно, что нефть падает, понятно, что мы там находимся у очень серьезной структуры, потому что если я поставлю горизонтальную линию в районе 50, вы увидите, что в течение 2 недель цена не может закрыться. Мы были ниже этой отметки, но мы не закрывались ниже этой отметки. Почему? Потому что когда мы говорим о пробое уровня, либо пробое какой-то важной отметки, всегда мы подразумеваем телом закрытие ниже или выше, да, или пробой консолидации телом выше, не хвостом, не там кольнуло, а именно телом выше или ниже. Здесь мы видим, что рынок никак не может продавить. Посмотрите, сколько времени после вот такого массированного, да, массированной такой атаки продавцов рынок встал в районе 50, если это бренд, я так полагаю, в районе 60, да, и рынку никак не удается пробить, закрыться ниже. Вот здесь самые интересные условия создаются. Почему? Потому что рынку свойственно двигаться от состояния моментума, то есть когда у нас там прет, летит все в одну сторону, да, и к состоянию флета, консолидации, отсутствия моментума, паузы и так далее. То есть рынку свойственны такие состояние. То есть мы видим импульс, консолидация несколько дней, импульс, консолидация пару дней, импульс, и посмотрите, самая большая консолидация. И вот из таких самых больших консолидаций, как правило, самые лучшие движения. Теперь, здесь два простых решения. Мы видим, что тренд медвежий, мы видим, что тренд стал медвежьим еще вот здесь, в районе 72.60. Мы видим смену, ротацию бара. Да, мы видели попытку рынка продавить здесь выше. И затем цена обвалилась и сейчас находится в районе 50. План очень простой. Если цена пробьет телом и закроется ниже, да, 50, вот этой структуры, вот этой наклонной линии мы можем немножко подредактировать вот таким образом, да, чтобы взять последние, самые последние, давайте чуть поближе, самые последние минимумы. То есть, если тренд продолжится, отлично, то есть это классический вариант на продолжение тренда. Если цена пробьет, закроется выше, то посмотрите, какой потенциал, 42.40. Следующая ключевая структура — это месячный уровень, на который датирован, когда этот месячный уровень был у нас, июнь 2017 года, более года назад. Поэтому, если цена пробьет, закроется ниже, на дейли графике это отличный шанс искать шорт-позиции. И то же самое в обратную сторону, если эта зона устоит, то, как правило, мы видим очень хорошее движение. То есть, если цена находится долго на ключевой зоне, формирует некую форму консолидации, затем ее пробивает против этого тренда, то это первые сигналы на более глубокое восстановление рынка. Чаще всего, конечно, когда цена пробивает консолидацию, цена тестирует эту консолидацию. И еще важный момент. Очень много мне трейдеры задают вопросы по поводу ложного пробоя. Как его распознать на ранней стадии? Что значит ложный пробой? Можно ли как-то предугадать ложный пробой? Ну, на самом деле, самый эффективный способ, который я знаю для себя и который я использую, вот, допустим, представим себе, что рынок пробил вниз. Да, мы закрылись ниже, все, ура, продаем, новый минимум, пробили, все, тренд продолжается. Здесь, например, мы продаем. Для меня это выглядит следующим образом. То есть, как я определяю вероятную разворот, вероятно, обратное движение. То есть цена корректируется чаще всего, да, коррекция. И вот когда цена корректируется, мы, если видим последовательно, давайте я, наверное, порисую, чтобы так вот не заниматься херней. Сейчас, давайте так вот будет вам, и вам будет понятнее. Вот мы пробили, закрылись, все, сигнал есть, селим, да, мы же не подозреваем, что будет ложный пробой. И затем я вижу 1, 2, 3, последовательно, это очень сильный сигнал. 3-4 последовательно бычьих восходящих свечки. Неважно, какие они по размеру, по объему. Это может быть одна большая, например, вот такая, обратная. Бум.
Да, но самое для меня показательное, это когда я вижу, что вот эта большая медвежья, она не получила продолжение, то есть рынок тут же так и восстанавливается. То есть если обычную коррекцию вы видите вот в такой фазе, смотрите, то есть пробили, как бы, ну, скорректировались и пошли дальше. Здесь нет, вы видите, пробили и вот так последовательно, медленно, ну, это представьте, что это свечи, да, и мы постепенно закрываем вот эту всю свечку, да, без всяких коррекций. Вот это очень сильная индикация того, что это вероятный ложный пробой. Но подтверждением ложного пробоя для меня является не только, что цена не пошла дальше, а цена пробила верхнюю линию. Вот такой вариант. И на этом этапе понять, что пробой ложный нельзя. Никак. Ты не знаешь, ложный невозможно просто. Поэтому вот эти первые бары после того, как цена начинает корректироваться, они могут быть очень показательны. То есть рынок корректируется. Как правило, если мы корректируемся на 60-70% и цена не видит этой коррекции, ну то есть цена продолжает расти, вот это вот уже сильная индикация того, что это ложный пробой. И подтверждение, это, ну то есть кульминация всего этого, это как раз пробой закрытия выше той линии, да, если это вверх пробой, ну вниз ложный, то верхней линии и наоборот. Да, вот очень сильная ситуация, продиктована личным опытом. Евро-доллар, и посмотрим с вами на... Кого мы посмотрим? На фунт-доллар, да, на британцев. А по евро ничего нету. Я на минутке, у меня было куча сделок, естественно. Ну, понятно, на Дели здесь ничего нет. Неопределенный рынок, флэт, больше деструктивный. Ну, как бы здесь делать и нечего. Ну, даже не знаю, что сказать. Давайте час посмотрим хотя бы. Ну, у меня нет никаких вообще здесь сетапов, сигналов, я не знаю. Не хочу здесь даже смотреть ничего, нету ничего. Придумывать не будем. Фунт, доллар. Ну, мы с трейдерами смотрели британца на той неделе. Точнее, не на той неделе, а вот перед тем, как цена пробила, закрылась ниже отметки 27 ровно. Это ключевая недельная, месячная зона. Вот здесь мы видим RPI уровни. Да, кластеры. Посмотрите, какой сильный кластер. Мы продавили большой медвежий. Вот здесь очень интересно. Да, посмотрите внимательно сюда. Мы на дейли графике видим пробой закрытия ниже. Цена откатила. Внимательно. Протестировала. Это примерно 60-70% коррекции импульсного движения. То есть сейчас на графике присутствует диапазон. Давайте я выделю это. То есть я не смотрел, только сейчас смотрю на графике вместе с вами. Да, давайте я вот таким образом, чтобы ровно было. То есть у нас есть диапазон, некий минимум. Хорош, давай иди сюда. Некий минимум и некий максимум, да, этой коррекционной волны. Если тренд сильный медвежий, мы должны продолжить это нисходящее движение. То есть если медведи сильные, то цена должна продолжить падать и обновить лоу. Если этого не произойдет, либо мы увидим ретест, либо цена вот здесь, этот лоу останется, и цена продолжит расти и пробьет экстремум коррекции, то это вот как раз то, про что я говорю. Да, про тот пример, который был по нефтяным фьючерсам, да, про который мы говорили. Да. То есть мы по большому счету имели вот эту консолидацию, да, такая она немножко такая изогнутая, да, но тем не менее. Да. Мы ее пробили вниз, да, мы к ней вернулись, да. Вопрос, продолжит ли давить, потому что, как правило, рынку свойственно двигаться в том направлении, которое уже есть, то есть медвежьем в данной ситуации. Поэтому, если мы не удержим этот экстремум, это грубо 26, ну давайте 27 возьмем, да, 27, и пробьет, закроется выше этой зоны, вот этой всей зоны, то есть мы увидим здесь бычью, ну давайте, чтобы бычья была бычьей. Да. А не серая мышка какой-то. Давайте бычья, вот такая, да? Ну, как правило, будет такая, чаще всего. Хорошие уровни пробиваются большими свечками, как правило. Да? И если мы пробьем, то это, что ни на есть, самая явная индикация того, что медведи гораздо слабее покупателей, и после коррекции вы будете видеть не всегда, не в 100% случаев, чаще да, чем нет. Да? К следующей зоне движения в районе 29 с копейками, а то и может быть выше. Вот следующий RPI уровни здесь. В принципе, вот это такая единственная полка небольшая. А так дорога открыта дальше к 31, например. Ну, это понятно, такая, какая перспектива, но разрешение вот этой ситуации, оно очень близко. То есть это вопрос 3-4 дней.
Да, конечно, может и раньше, и позже случится. Если рынок пробьет, то все как обычно, все стандартно. Импульс, коррекция, новый лоу, да, потом, может быть, опять коррекция, но это уже еще дольше. Ну, опять-таки, все зависит от волатильности. Вот и все. Хотя, если мы посмотрим налево, вы увидите, что внизу ничего нет. До ближайшей сильной зоны, если мы посмотрим еще достаточно далеко, это отметка 20 ровно, да. То есть, посмотрите, какой большой размах, какой большой, да, диапазон. Поэтому вот это долгая консолидация, и пробитие этой консолидации вниз, если ничем не обернется хорошим для продавцов, чего многие ждут продавцы, потому что это возможность, да, после импульса сверху, консолидация, продолжение движения, потому что тренд не стал бычьим, он и не был бычьим. Да. Если мы посмотрим медвежий импульс, очень долгая консолидация, снова новый лоу, причем пробили вот эту мелкую консолидацию, представляете, сколько дней здесь стояли. Да? То есть вот эта совокупность простых визуально продиктованных условий, которые вы можете анализировать, и анализировать поведение рынка возле ключевых зон. Посмотрите, ключевой вопрос, который вам нужно себе задавать, технического анализа этот вопрос касается, не психологии. Что свойственно делать рынку, когда он разворачивается? Что свойственно делать рынку, то есть что делает цена, когда пробой ложный? Что делает цена, когда корректируется? Что делает цена, когда коррекция превращается в разворот? Что делает цена, когда, я не знаю, тренд продолжается? То есть что происходит? Почему? Потому что вот такой вопрос приведет вас к самому важному, к паттернам поведения цены в определенных кондициях. Коррекциях, пробоях, продолжении движения, перехода во флэт. И это одно и то же на одних и тех же таймфреймах, на одних и тех же графиках. Вот сколько я торгую, 10 лет. Я не знаю, как было там больше, но, как поговаривают трейдеры, которые торгуют больше, и 20, и 30 лет, ничего не поменялось радикально. Что-то меняется, но радикально ничего. Те же люди с теми же своими тараканами, с теми же графиками, да, только, конечно, ну, может быть, трейдинг стал более таким быстрым, я бы сказал, более, ну, больше трейдеров сейчас смотрят на интрадей графики, нежели на старшие таймфреймы, ну, торгуют внутри дня в основном. Вот. Поэтому вот это очень важно. Простые визуально продиктованные сигналы. То есть, если рынку не удается, вот опять-таки логика, если мы пробили, долго топтались, висели, и тут все пробили, и дальше дело не пошло, и вдруг пошло на попятную, это уже вам банальный абсолютно признак того, что рынок слабоват, медведи слабые. И это мы видим в режиме реального времени с трейдерами каждое утро, торгуя на минутке евро-доллара. Каждое утро. Да, я могу использовать здесь дополнительный сигнал Trend Change Buy. Trend Change Buy мы видим, да, это сигналы TC. Да, вот здесь, здесь и вот здесь. Да, появление сигнала Trend Change, даже после пробитого уровня, довольно сильный сигнал. И если рынок его удержит, этот сигнал, то есть это как дополнительный фильтр к тому, о чем я сейчас говорю, да, то дорога открыта наверх. И это как раз мы будем констатировать как ложный пробой. Но для этого рынку нужно продавить вот эту зону, чудовищную зону спроса предложения. Тест. Не отбились. Еле-еле. Посмотрите, как отбились. Да, не поддержали цены. Еще раз тест. Мы с трейдерами это тоже отмечали. Еще раз тест. Еще меньше коррекции. И потом бум, пробой. По идее, мы должны увидеть последовательное дальнейшее движение вниз, если рынок здоров. Если рынок не здоров, вы увидите обратное. Цена продавит просто эту зону наверх, и вы увидите отличный потенциал для разворота позиций, переворота позиций. Я сейчас говорю про дейли график, да, на часах там ситуации могут быть совершенно иными. В общем, коллеги, вот такой обзор на будущую неделю. Обзор не сколько для того, что вот здесь купи, здесь продай, здесь надо купить, здесь надо продать, да, потому что все, что, если вы хотите видеть, как я торгую в режиме реального времени, то это европейская сессия и видео, которое выходит периодически ближе к вечеру, после того, как я поторгую в американскую сессию. Вот, и там вы видите все моменты вживую. Да? Сейчас такие небольшие, я бы сказал, пазлы того, как мы читаем график. Сейчас я даже не применяю систему Trend Trader System, хотя все, что мы делаем на минутном графике, мы используем только эту систему. Мы не тратим время там на анализ рынка, на переход между таймфреймами, там какой там где тренд, какие где уровни. Открыл минутный график. И все ты видишь у себя на графике. Состояние рынка, ключевые уровни, ключевые сигналы. И ты ждешь, чтобы эти комбинации, конфигурации совпали между собой. То есть, если ты торгуешь контртренд, ты хочешь торговать от важных стратегических зон при
важном сигнале разворота. Например, да, я торгую на минутке, вижу 5-минутный уровень или, допустим, 15-минутный уровень, и у этого 15-минутного уровня я вижу сигнал Trend Change Sell, например, или Trend Change Buy. Следовательно, эта совокупность условий, которая появляется в одну единицу времени, приводит к сделке. Либо я фильтрую, еще что-то добавляю сюда. Допустим, Trend Change Buy и графический паттерн. Например, это слабое дно или слабая вершина. Это, опять-таки, не обязательно, но я могу как дополнительный фильтр использовать, чтобы сделать свой вход более консервативным, если контртрендов. Если я торгую, допустим, на пробой по тренду, то там другая связка условий и другая конфигурация этих условий. Тогда мне не нужны сигналы Trend Change, мне не нужен разворот, если я торгую в моменте. Потому что если рынок валится вот в таком скоростном порядке, и у меня нету ближайших зон, где это падение могли бы поддержать, там, или, точнее поддержать, а наоборот, да, цена могла бы отскочить при сигналах, то, конечно, мне любые сигналы по ходу, вот, например, вот такой сигнал TC Buy мы никогда не примем где-то в воздухе, если здесь нету ключевой структуры слева. Да, как мы не видим этой структуры. Вот она недавно... это я нарисовал. Да, я думал, что она здесь есть. Это я нарисовал. Да, то есть здесь нет никакой ключевой структуры, следовательно, здесь мы не атакуем, не покупаем. Да, и здесь мы можем торговать либо на развороте, в том смысле, что на ложном пробое. Да? И, как правило, еще одна фишка, которую я очень люблю, это вот с добавлением уже, да, системы Trend Trader System, это ротация бара на ложном пробое. То есть, если будет ложный пробой, и мы из черных, да, черные бары поменяются на белые бары, это еще одно подтверждение ложного пробоя и огромная вероятность того, что цена продолжит движение в северном направлении. То же самое по нефтяным фьючерсам, да, если нефтяные фьючерсы пробьют наверх, и мы увидим впервые вот с этого момента ротацию бара здесь, это очень сильный сигнал на более глубокую коррекцию. Все, коллеги, большое спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, под этим видео вы можете найти всю информацию по системе Trend Trader System, уже подходит у нас Новый год, я планирую еще один очень крутой вебинар для вас, не знаю, успею ли я записать до конца этого года, но надеюсь, что успею. Почему? Потому что в нем планирую дать очень много ценного и полезного. Все, всего доброго и хороших вам выходных. Пока.